Добрый день, 3 июля, и у меня плохие новости. Вот это что я вам показал, ребята? Это страшная фигня. Это начинается болезнь Лайма. Вернее, не начинается, уже так нормально прогрессирует. Скорее всего. Я сейчас иду к семейному врачу. Через час у меня прием. И будет, наверное, он выписывать мне антибиотиков пачку, как минимум. Но не уверен до конца я, конечно, в этом. Может быть, назначит анализ крови, но скорее всего, что даст антибиотики. Так GPT-шка моя говорит. А почему и что случилось? Это около месяца назад меня кусал клещ. Я там видео даже выкладывал. Но после того клеща меня кусали еще другие нимфы, так называемые. Маленькие такие, вообще еле заметные. То есть они не напивались кровью. Я их снимал буквально после прогулки. Это при том, что даже репеллентом я брызгался. Он не помогал, как оказалось. То есть я прихожу домой, хоть и побрызганы ноги были все. А там уже малыш такой вот, там маковая зернинка присосался. Я их оперативно всех снимал, там ни один из них не висел больше нескольких часов на мне. Ну, соответственно, процент вероятности заражения был минимальный, опять же, по данным из интернета. Но и тем не менее, через где-то несколько недель после тех укусов у меня появилось пятно небольшое, несколько сантиметров, такой прямоугольной формы. Я связал его с тем, что меня укусило какое-то насекомое. Ну, я же как бы по лесу постоянно лажу, и такие там истории случаются периодически со мной, что-то кусает и все такое. Вот, жене показала, она говорит, да, тут даже место укуса типа видно. Но я как-то не связал это с клещами, потому что после укуса, место именно укуса не опухало ничего. А вот это пятно, оно рядом с этим местом, ну, все равно в сантиметрах 10, наверное. Вот. И сама нога тоже у меня там загорелая очень, и оно как бы еле-еле выделяется. То есть я не придал ему значения. Оно первые дни, по-моему, чуть-чуть даже почесалось, но я думал, это укус насекомого. Вот, и забил на него. А вчера смотрю, оно уже в 2 раза больше, чем я его видел последний раз. Как минимум 2 раза. Я начал гуглить это все, GPT-шить. Ну и оказалось, что это вот подозрение на болезнь Лайма. Я занял к семейнику и взял термин сегодня утром. Соответственно, сейчас пойду к нему и будем общаться. Вот. И там же тоже симптомы, короче, всякие, кроме этого пятна, должны быть головокружение. Короче, боли в голове небольшие, ломота в суставах и все такое. Чего я, собственно, не ощущал до вчерашнего дня, пока не прочитал, что могут быть эти симптомы. Сегодня сразу у меня все появилось. И мышцы болят, и суставы болят, и все болит, и голова целый день побаливает. Ну, это и температура поменялась. Вчера была супер жара, сегодня как бы прохладно достаточно. То есть вообще непонятно, на что грешить. Плюс я статины же принимал. Ну, я их как бы давно забросил, уже нету от них последствий. Тогда реально мышцы болели. Короче, не знаю, может сейчас антибиотиков как бы зря напьюсь. В общем, сниму, что там будет. Короче, дело пахнет керосином, как говорится. В общем, вышел я от семейника. Уже домой иду. И ситуация такая. Все ему рассказал. Пятно показал. Он говорит, давай будем брать анализ крови. Я, честно говоря, не ожидал такого от него. Я думал, он сразу мне выпишет антибиотики. Но говорю, хорошо, но дело в том, что я уезжаю, это надо все как-то мне быстро. Плюс там у меня курсы, то все. В общем, дали мне термин на завтра, на утро на анализы крови. И на понедельник прийти после обеда, как бы уже с результатом, по результату вернее. Вот, я от врача вышел, Капроновой голове это все рассказал. Он начал ругаться на меня, говорит, возвращайся, типа там, в смысле он не говорит возвращайся, он говорит, надо бы, типа, тебе проявить настойчивость и попросить антибиотики, твоя, типа, вся
картина говорит о том, что не нужно ждать анализы крови, и типа зачем лишнее промедление, они обязаны тебе были выписать антибиотики и все такое. И я такой прям аж присал, ну думаю, блин, что идти назад. Ну, в общем, подумал, знаю, как этот чат GPT любит краски сгущать, и решил, что до завтра точно я до утра не помру, а завтра уже медсестре скажу, посмотрю, как я себя буду чувствовать, может у меня какие-то побочки вылезут, потому что я же говорю, я как узнал, какие должны быть побочки, я сразу начал все это чувствовать понемногу, где-то то все. Ну вот, соответственно, то ли я себе навнушал, то ли оно действительно появилось, но я думаю, завтра поутру на анализе я ей расскажу, что у меня как там самочувствие будет, и скажу, что вот хочу, мол, с доктором увидеться, потому что переживаю. И тогда что-то утром, я думаю, мы решим. Я буду там около 8, и доктор, по идее, с 8 работает. Короче, завтра этот вопрос будем дальше двигать. Ну, вот такие новости.